Вот он, ребята, наконец-таки наступил этот момент, когда мы можем заснять для вас эту удивительную модель Kenworth 990. Очень многие думают почему-то, что эта замена пришла на легендарного 900-го Kenworth. Но нет, это абсолютно новая модель, которую предоставил нам Kenworth в 2018 году. Сегодня у нас 2019 год, и мы вам показываем модель 2019 года. Погнали! Перед тем, как мы начнем это видео, я бы хотел вас попросить, посмотрите сейчас внимательно сбоку на эту модель 990 и скажите мне, какой трак он вам напоминает. Напишите, остановите видео, напишите в комментариях, очень интересно, кому что, на что он намекает. Ну, а потом досмотрите до конца видео, и если кто не понял, я расскажу. И тогда уже сделайте сами сравнение. Итак, народ, посмотрим внутри немножко. Стеклопакет, все электрическое. Что вам сказать про внутреннюю часть? Ну, здесь они молодцы. Панель, конечно же, как и многие предполагают, она с 680 модели, то есть с Kenworth 680, но она более облагорожена, то есть у нее красивые, может быть и в 680 есть такая опция, я не знаю, поэтому не буду утверждать, да, но мне нравится, что хромированные ободочки сделаны. Также на этой панели добавлено еще 12 датчиков, то, что не присутствует на 680. Повторюсь, может на 680 есть такая опция, я не знаю, поэтому я не буду утверждать. Но панель довольно-таки приятная. Ну, классическая американская высоковатая, конечно, панель. Но она все равно нормальная. То есть прикол в чем, народ? Здесь капот огромный! Я вам отвечаю, он просто... Капот у моего Петруни, это малыш, ребеночек по сравнению с этим. Просто посмотрите на этот капот, ребята, это просто сумасшествие какое-то. Вот я сижу за рулем, посмотрите, какой капот. Чуть-чуть вперед мы продвигаемся, поглядите на эту махину. Я вам честно скажу, мне даже стрёмно, надо, конечно, прокатиться, проверить, как он будет себя чувствоваться. Но
Капот огромный, просто огромный. На данный момент сиденье у меня до самого низа, то есть все, воздуха нет. Я могу поднять его, да. Это вот до конца занижено, да. Сейчас оно поднимается. Смотрите. Вот сидушка поднимается. Вот я поднялся. Ну, куда ты, родная, так далеко? То есть прикольно сиденье. На один раз нажимали, она все поднимается. Здесь есть такая кнопочка. Видимо, как в европейских давно уже. Но вы знаете, что Америка немножко отстает во всем. Такая кнопочка нажимаете, она по чуть-чуть вам выбирает вашу позицию, которая вам нравится. Вот скажем, вот такая позиция. За рулем, ребят, вот что не говорите, да, а я вам честно скажу, удобно. Реально удобно. И панель, оказывается, не такая высокая, но из-за капота, конечно, панель вам не мешает. Капот выше панели. Просто бомба, какой же он огромный. Вот этот трак, вот эта махина. Я не знаю, как... Если эта машина сделана для водителей, я не знаю, как они на ней ездить будут, я вам честно скажу. Классика. Взять Kenworth, да, самый популярный Kenworth, Peterbilt, Freightliner Classic. Они отдыхают. Со своими капотами они отдыхают. Это просто футбольное поле перед вами едет. Огромный. Вот. Но очень удобно. Я не знаю, насколько в 680-м удобно сидеть по сравнению с этим. Но два подлокотника. Также можно на дверь положить руку. Сел. Обалдеть. Я дома, ребята. Я себя чувствую просто прекрасно. Спинка, к сожалению, дальше не откидывается, потому что сзади находится кабинет, как в Вольве. Вы в него третесь. Да, чуть-чуть хотелось бы назад, но руль очень удобно. Он и вперед к вам подвигается, и также назад. И просто, то есть как бы можно так или вперед выдвинуть. Да, ребят, 21 век, машина 19 года. Не могли придумать кнопочку, как в Вольве сделано. Тут плюс, ребята, плюс. Нажал, и она легко откинулась. Здесь по старинке, вот, железяка, 21 век. Но простота в конструкции, скажем так, да, то есть конструкция простая, и таким образом вы не переживаете за то, что он ломаться будет, может быть, или что-либо. Ну, это минус, это реально минус, к сожалению, минус. Это, ребят, не 900, далеко не 900, и отделка здесь, чтобы так сказать, вау, нет. Здесь все уже более, как вам сказать, выглядит по чипаку, но большой плюс, смотрите, панель, она абсолютно мягкая, то есть она не будет дребезжать, понимаете? Вот эта панель, она не будет греметь. Для чего мягкий, да, вот пластик мягкий там или что-то прорезиненный, такая прорезиненная панель мягкая. Почему? Не для того, чтобы казалось, что это качество высокое. Нет, просто для того, что за счет вот этой вот панели материала, даже если по нему бить, он не гремит так, как гремит просто пластик. То есть он поглощает свой звук. И за счет этого получается у вас более тише в салоне при движении. Этот трак, конечно, напичкан просто невероятное количество всяких датчиков. То есть можем пробежаться под датчиком. Здесь показывает... Опять же, многие задают вопрос, зачем много датчиков? Ребят, вы едете, когда за рулем, вы все должны знать, что в машине творится, чтобы потом не переживать, когда произойдет какая-то проблема. У вас показывает зарядка, давление масла, температура воды, тахометр, ваш бак, сколько находится топлива, да? Датчик уровня топлива, спидометр, давление тормоза, то есть вот я нажал на тормоз, сильно нажал, видите, показывает 75, бросил. То есть это показывает, сколько вы давите на педаль, чтобы вам не спалить тормоза. То есть вы наблюдаете за, насколько сильно вы сжимаете тормоза. Далее, контур, первый и второй, то есть и главный, и второстепенный контур воздуха. Зеленый и оранжевый стрелочки. Оранжевый это primary, то есть это главный. Зелененький это secondary, то есть это второстепенный. Очень удобно, классно, все в одном датчике, круто. Также у вас не давление, а уровень дефа, то есть мочевины. Сколько у вас уровень мочевины. Переходим сюда. Вы знаете температуру вашего масла, то есть вы идете в гору, вы должны следить за температурой воды и также за температурой масла. Обязательно, очень важный датчик. Это соляра, то есть здесь получается один бак, здесь второй бак.
То есть здесь написано Fuel 2, здесь Fuel просто. То есть два датчика на левый и на правый бак. Очень удобно, классно. Жалко, что они разнесли их в разные стороны. Я думаю, это как бы заглавный считается, это второстепенный. Ну, я два поставил рядом, было бы удобнее. Ну, неважно. Температура вашего ведущего моста. То есть самого заднего. Вот крестик, видите, на заду. Опять же, конечно, можно было поставить их по-разному. Я бы два их вместе поставил. Вот здесь самый задний мост. То есть средний, извиняюсь, средний, самый задний. То есть ваша температура мостов. Обязательно, когда идете очень тяжелый, наблюдайте за температурой ваших мостов, чтобы не попалить их. Температура трансмиссии. Очень важный датчик. Вы наблюдаете, какая температура трансмиссии, также, чтобы ее не ушатать. Это у вас сколько воздуха, то есть насколько забитый воздушный фильтр. Тоже датчик очень классный. Вы знаете, что у вас плохо машина стала тянуть, не нагоняет турбина воздуха. Вы смотрите, есть у вас загрязнение в фильтре или нет, то есть в каком состоянии у вас фильтр. Классная тема. Это у вас датчик, на сколько идет давление на телегу, то есть сколько у вас PSI, да, у нас по PSI показывается. То есть сколько давления на телегу, вы определяете, сколько у вас загружена телега. Очень удобный датчик. Давление турбины. Абсолютно без него жить вообще невозможно. Это я уже вам сказал. Здесь это тормоз прицепа. То есть сколько даете тормоз на прицеп, получается. Интересно. Вот такой датчик впервые вижу, честно вам скажу. Опа. А что это? Подожди, это трейлер PSI? То есть это прицепный. Я извиняюсь, ребят. Это сколько на прицепе, а это сколько у вас на вашем траке. То есть здесь и на прицепе показывают, и на самом траке. Это вообще обалденно. Также датчик топливного фильтра показывает, насколько у вас забитый топливный фильтр. Это все датчики, они очень важные. Ну и время. Также здесь магнитофончик есть, классно все. Это управлять этим компьютером вашего бортовой компьютер, управление бортового компьютера. По датчикам трейлер спейр. Это просто спейр, это они не пользуются. Это ваш флажок на прицеп. Колеса, какая у вас показывает или показывает, вот видите, проверяйте, то есть, видимо, система слежения давления шин на колеса. Звук выключить, включить. Это я вообще даже не знаю, что это такое. Traction? Нарисовано. Это, наверное, чтобы вы линию видел или не видел на машине. Ага. Это auxiliary, видимо, задний свет. Это в спальнике свет. Вот он потух, загорелся. То есть, когда он горит, зеленый. Когда он выключен, он белый. Вообще шикарно, смотри. Это не выключается. Disable, manual. То есть, это ваша регенерация двигателя. Это вентилятор. Включить, выключить автоматически или же принудительное включение вентилятора охлаждения двигателя. Воздух. Я не знаю, что это за этот. Пятое колесо вверх, вниз, подушки. Вверх-вниз. Вау, это пятое колесо поднять вверх-вниз можно. Это впервые вижу. Блокировка межмостовая, межосевая. Ух ты, это вообще крутой навороченный трак. Сиденье двигать вперед-назад. Climate контроль. Все очень примитивно. Все поэтому по старинке, но очень удобно. Ни кнопочек, ничего. То есть очень удобно, когда большие фишки на ходу вы раз-раз поправили, все, легко взяли все. Это полностью фары, там габариты, все такое очень все классно, что в одном месте сделано, и также аварийка. Ну и здесь тоже задний свет на груз. Я так понимаю, что это то есть главный это второстепенный, потому что двоечка стоит. Круиз-контрол, свет для педалей, то есть у вас главный. Вот смотрите, вот красненько загорается красный свет. Ой, не туда. Вот вы смотрите, раз, мой обувь, видите, загорелся. Потух, загорелся, потух. Это чисто, чтобы педали вам видеть ночью. И главный свет. Этой же фишкой включается два. Вот. Так что здесь у вас engine brake. Вот он здесь находится. On-off. Ну а здесь все. И щетки, и свет. Ближний, дальний, да? Да, ближний, дальний свет. И щетки. Щетки омывания. Ну и на руле, конечно, кнопочки. То есть круиз включить-выключить. Его ресет там и все такое, да, плюс-минус, и музыка.
Очень удобно. Руль, конечно, обшитый кожей, это такая комплектация, да, дверь, посмотрите, строчечка синенькая сделана, все ровненько, красиво, вообще приятно, кожа, ну или заменитель не имеет значения, красивый этот. То есть салон сам по себе очень приятный, да, то есть отделка, все очень мощное. Kenworth, я считаю, что это вообще лидирует на американском рынке, он лидирует по своему салону. Нету трака, кто делает лучше салона, чем Kenworth. Ни Volvo, ни Macchi, ни Freightliner, никто. Kenworth номер один. Вот спорьте со мной хоть сколько. Я реально могу с любым поспорить, приехать прям на джанку разобрать и показать вам разницу между Kenworth там и Volvo, да. Так как считают многие, Volvo это самый лучший салон, если такой. Может быть там по удобству или что-то, по большой кабине или что-либо, по каким-либо там критериям, как стол или что-то. Соглашусь. Но по отделке качеству салона Kenworth это лидирующая машина. Они, ну по крайней мере я беру классика, да, то есть Kenworth, то есть извиняюсь, 900-го Kenworth. Самый лучший качество отделки, просто вообще обалденно. Посмотрите, кнопочки. То есть как в дорогих машинах, поглядите на эту дверь. Кнопочка сделана, да, красивый ободочек здесь. Пластмассово здесь, конечно, все сделано чисто по новой технологии, то есть junk, скажем так, да, но здесь все равно резин, то есть этот как кожа, красиво, все аккуратно, хромированная ручечка, просто все гармонично, все красиво, очень удобные эти кнопочки, все близко, все нормально. Мне нравится Kenworth, чем вырезан вот этот вырез, тем, что у вас зеркала ниже сидят, и вы тогда можете лучше видеть. И, во-первых, если у вас машина там спрятана, она видно через это зеркало, через этот вырез, и зеркало лучше видно. То есть это очень удобная тема. Эта машина также напичкана, я так понимаю, всеми вот этими системами торможения, там, круиза адаптивного и всей этой байдой. Я больше чем уверен, что очень круто, молодцы, что они продолжают не отступать от классики, да, когда-то это вот они начали тянуть, вот американские траки. Почему пацаны маленькие, да, вот есть такая тема, едешь, он тебе показывает кулаком вот так вот, маленькие пацаны, почему? По сигналь, то есть не вот здесь по сигналь, а вот он воздушный сигнал, у них всегда висит. Что у Freightliner здесь висит, да, что у Peterbilt здесь висит, у Kenworth здесь. А есть еще и тоже здесь такая сеточка, то есть веревка вешается, сигналят. То есть именно вот обязательно его потянуть надо. Поэтому привыкли, вот как бы это тянется спокон веков, вот это вот с тракинга, да, с дальнобоя. Вот этот вот жест, мол, покажи по сигнале. То есть когда вы едете на хайвее, вам какой-то малой показывает вот так вот, значит посигналить просит. Очень классная тема. Да, очень, к сожалению, неудобно вот эта вот ручка. Очень неудобно. Но что есть, то есть. 18-ступенчатая коробка. Прикольно спрятанная там, да. То есть проход у вас очень классный, открытый. То есть смотрите, вы спокойно подняли рукоятку, а подлокотник вылезли. Вам вообще никак не мешает. Вам не нужно, вот, легко не цепляетесь, ничего. Очень удобно. Понятное дело, вот, хоть и вроде как под классик сделан он, да, но вы сразу здесь же встаете. И вы переходите в вашу комнату. Обалденно удобно. Также Kenworth очень круто придумал. Давайте я вам с этой стороны покажу, что. Здесь очень большое количество всяких кабинетиков. Шикарно. Просто шикарно. Микровейка. Все удобно. Здесь кабинетики они сделали обалденно. То есть вы даже падаете, головой не ударитесь. То есть они довольно-таки хорошо висят. Опять же, обтянута кожей, не просто пластик, вот эта часть, обалдеть, молодцы. И здесь кожа, если даже вы башкой вдаритесь, мягенько. Здесь уже, конечно, пластик. Резиночки сделаны очень приятно, чтобы они не дребезжали на ходу. Да, не дребезжит, очень приятно. Здесь клаймат-контроль управления, то есть, ну, как и в всех машин, то есть здесь ничего нового не увидите, все по старинке. Но мне нравится американских Peterbilt'ах, также в Kenworth'ах, я не знаю, может быть еще в International'ах каких-то есть. Дверь, если у вас произошла какой-то пожар спереди или что-либо, да, то есть вы всегда можете открыть эту дверь и выскочить через спальник. То есть вам не нужно через даже пожар, если произошел, вы ночью проснулись, и горит машина. Вам не нужно валить через огонь. Вы можете сюда выскочить. Очень классно. То, что я вам хотел показать. Вот этот столик. Вот он убрался сюда, да, то есть вы сюда головой легли и спите. Скажите, будет мешать ногой, да, то есть ногам. Вы его без проблем взяли, здесь такая, вот она, рукояточка есть. Какую сторону? Вот в эту. То есть рукояточку сюда раз, столик вот так подвинули, и лежите, спите, вам он не мешает. Утром встали, пожалуйста, столик, свет горит, ну как неприятно. Покушали. Здесь холодильник вот такой вот выдвижной.
как у Вардана. То, что 680. Ну да, это практически 100% 680 салон Kenworth. Но при этом классический вид с улицы. Не классик, а классический вид. Очень удобно столик, да? Скажем так, что вы в дороге встретились со своим другом. Что вы можете сделать? Очень крутая тема, смотрите. Вы берете своего друга и говорите ему: родимый, дорогой, заходи. Где тут? Вот он. Заходи, гостем будешь, так сказать. Вот так. Раз. Все. Вы ему говорите: заходи, родной, гостем будешь. Вы сели вдвоем, абсолютно можете общаться, покушать, пообедать. Но не крутое решение? Я считаю, обалденное решение. Очень удобная тема. То есть вы развернули стол. Даже для вас, понимаете, там, скажем, солнце бьет с окна, да? Вы шторочки не хотите задвигать. Между прочим, здесь шторочки есть, можно просто закрыться. Лобовое стекло закрыть, а так можно закрыть спальник. Вы туда сели на сиденье, да, хотите облокотиться нормально. То есть все очень круто. Вы сели, подняли сидушечку. Надеюсь, что здесь воздух есть. Наверное, воздуха нету. Да, они подсоединили воздух, видимо, убрали воздух. Ну, в общем, вы поднялись, все, сидите, даже можете телевизор здесь смотреть, какие-то документы заполнять. То есть очень удобно. Реально очень круто, удобно. Столик мешает, убрали, без проблем. Завалились, поправили телевизорик и балдеете, смотрите телек. Все очень удобно. Также здесь есть обалденные здоровые кабинеты. Или тумбочки, как вам угодно. Дверки. Шикарно. Салончик нормальный. То есть для классики, трака, который выглядит или косит под классику, я считаю, что салончик абсолютно неплохой. Можно жить, скажем так, да? Надо его вперед сильнее просто двигать. Ладно, все. Заклинил, все. Шикарно. Ну вот такая вот машиненка внутри. Очень удобно, просторно и классно. 76 инчей спальник. Первоначальная цена этой машины, то есть полностью в стоке, ее цена 171 тысяча долларов. Все, что вы хотите кастом, любую вещь, которую кастом добавляетесь, цена идет вверх мгновенно. Тот трак, который вы увидите в конце этого ролика, я думаю, далеко за 200 штук. Цена этого трака. Ну а это чисто трак в стоке, то есть вы можете заказать его с Каменсом, с Паккаром. Этот данный экземпляр с Паккаром MX-13, как я уже говорил. Паккар я не рассматриваю по той теме, что это новый технологический двигатель для Америки в крайнем случае. Он также напичкан, как и все остальные новые двигателя. Очень сложный в обслуживании, дорогой в обслуживании. И пока не знаем, насколько он капризный или не капризный, поэтому мне просто он не интересен. Пока у меня есть возможность дело иметь со старыми двигателями, я имею дело со старыми двигателями. Когда уже прижмут, будем двигаться дальше. Но на данном этапе пока меня устраивают старые двигателя. Так вот, значит, это модель с Паккаром. То есть можно Паккар, можно Cummins, можно автомат, можно стыковую коробку. То есть, как здесь в этом экземпляре 18-ступенчатая коробка. Это очень надежная, очень хорошая, просто десятилетиями проверенная коробка, мощная, хорошая. Вот, так что если вы посадили водителя, допустим, и он не может ездить на ручной коробке, то вы можете поставить ему автомат. Ну или заказать машину с автоматом. Ну, внутри можем сказать, что мы находимся в 680-й модели Kenworth. То есть аэродинамический трак, который все больше и больше на рынке сейчас появляется. Но снаружи, конечно же, эта лялечка намного красивее. Итак, народ, очень большая проблема была в первую очередь у всех по поводу вот этих вот фар, что они сильно огромные. Я делал опрос по этому Kenworth в Фейсбуке, а также делал опрос в Инстаграме. Многим понравилась эта модель, потому что которую модель мы предоставляли, это была заделанная модель, то есть полностью кастомная. Эта модель в стоке, кроме бампера. То есть бампер уже идет кастомный, то есть это не заводской бампер. Заводской бампер, он немножко закругленный здесь, да, то есть у него подрезанные уголки, то есть он не такой красивый, как этот. И многие писали по поводу этих фар, что они что-то перемудрили с этими фарами. Но я вам скажу, когда вы смотрите вживую на этот Kenworth, они довольно-таки нормально гармонируют со всей огромной
частью капота, решетки, да, то есть как бы вроде неплохо, но можно немножко с ними поиграться. Я думаю, в будущем они эту проблему решат, если будут какие-то отзывы по поводу этих фар. Ну а так, я вам скажу, смотрится совершенно неплохо. Но поглядите высоту этого капота. Я в шоке. Это, чтобы посмотреть, накакали птички на него или нет, надо попрыгать, постоять. Это абсолютно новая модель Kenworth, которую они сделали. И я думаю, что ихняя вся суть просто сделать как бы вид под классик, даже не классический вид, а просто под классику. То есть это, как бы, скажем, новые технологии, да, современная машина, смешанная немного с классикой. Но здесь реально классического ничего нету, кроме бампера и сдвинутой оси, как чем славятся классики, да, то есть вперед выдвинутая ось и стоят мощные здоровые квадратные бампера. Ну и, конечно же, капот. Хотя у Volvo 880 у нее тоже квадратный большой капот, но она никаким образом не подходит к классику, да, то есть она не сравнивается ни с классиком, ничего. Со стороны, когда смотрите, я вам скажу, вот этот вот зазор ужасен. То есть спереди он смотрится вроде нормально, да, немного с угла он смотрится нормально, но когда вы подходите сбоку, колесо как будто от Жигулей поставили, то есть маленькое, да, то есть вот этот вот огромный зазор, он вообще не в тему. Ему надо немного подвеску пониже опустить, тогда он будет смотреться прикольнее. Также вы знаете, что у всех классиков стоят огромные такие круглые воздушные фильтра. Здесь они, видимо, установили фильтр внутри. Мы откроем капот, вам покажем. И просто сделали заборник для воздуха. То есть они убрали, опять же говорю, они более модернизировали вид этой машины, как будто как модернизированный классик. То есть они убрали вот эти воздушные фильтра громадные и сделали такую хромированную плиту, которая имеет в себе разрез, здесь сеточку, и воздух поступает вовнутрь двигателя, то есть чтобы он мог дышать. И таким образом лучше видимость, по идее. То есть если вы сидите в машине, особенно с водительской стороны, то эта бобина вам не мешает видеть машину, которая находится рядом с вами. Также это все уже добавлено, ребята. Вот это вот с завода не идет, лампочки, это все как бы немножечко уже кастомное сделано. Но это все можно поставить на эту машину без проблем. То есть она делается для этой модели. Также порожки мне нравится очень классно, что я не знаю, если это только в этой модели или они все так делают, но то, что они сделали его полностью хромированно выглядит, да, то есть это нержавейка. Посмотрите, и порожки, и эта часть блестит, и также само крепление не покрашенное под черный, да, то есть, все красиво блестит и выглядит просто обалденно. Но за этой порожкой прячется уже новая технология системы выхлопа, мочевина, там, ну, вот этот фильтр и все такое. И также на той стороне бак мочевины, мы вам покажем, будет стоять. То есть это абсолютно новая машина 2019 года, она имеет все стандарты выхлопа на сегодняшний день. Также зеркала, все это с 680-го выглядит так же, да, то есть дверь большая. Но классно сделали, глушителя сбоку выходят, то есть сам глушитель, как бы, да, фильтр стоит внутри. Здесь просто прямые трубы стоят, и их можно убрать все это и поставить здоровые трубы, так же, как вы увидите в конце видео, именно заделанный Kenworth, в котором это есть. И спальник здесь так же, как и в аэродинамических траках, он соединен. То есть если вы разбили, допустим, машину, побили, то вам спальник нужно ремонтировать, вы не можете его отсоединить и другой подсоединить, как сделано в классике. То есть это уже абсолютно кабина и спальник, это можно назвать одним куском. То есть и крыша, все это вместе идет как один юнит здоровый. Также в кабинетике здесь все тоже можете сложить, что-то насквозь идет. То есть можете сюда ложить длинные какие-то монтировки или что-либо, очень удобно. И также вы можете поднять сиденье с салона и вещи здесь хранить, если вам удобно. Классно, мне нравится, что прямой есть, бывают инструменты, очень длинные монтировки, есть возможность туда ее положить, очень классная тема. Также в этой модели они добавили сюда порожки, они не идут с завода, то есть это все должно быть, ну как бы с завода можно заказать у дилера, да, то есть они его установят, но это все будет стоить денежку. То есть, как я уже говорил, вот модель сзади, на заднем плане стоит модель, которая идет полностью в стаке. Она не имеет таких порожек, и у нее чуть-чуть короче сама база. Видите, вот в таком вот видео она будет идти у вас с дилера, но вы можете заказать любую опцию. На этой модели именно установлена 8-подушечная подвеска, которую уже выпускают
я не знаю сколько лет, она была первое поколение, второе поколение, это третье, это четвертое поколение, да, получается, где-то четвертое. То есть первое это 100-я, 200-я, 400-я, и это, наверное, есть 400-я. Я не уверен точно модель какая, но они шли немножко разные, то есть вот эти вот части у них по-другому были сделаны, то есть те, кто с Kenworth'ами связаны, они знают эти модели подвески, то есть это подвеска, которая проверена годами, да, десятилетиями. Она неубиваемая для тяжеловесов, просто обалденная. Она жесткая, 100%. Тут, ну, не поспоришь, жесткая подвеска, но она надежная. Bulletproof, как по-нашему называется, да, то есть пуленепробиваемая. Будет ходить и будет вам счастье с этой подвеской, особенно, говорю, с тяжелыми грузами. Мосты у него стоят скоростные. 3.25 ratio, то есть скоростные довольно-таки мосты на этой машине. Все покаровское, то есть все эти, это подвеска покаровская, да, кенвортовская, она только на кенвортах устанавливается, но это покар, сделано покаром. Очень прикольная машина, на этой стороне также они поставили порожек, меньше бак, здесь мочевину заливают. А как я уже говорил вам, смотрите, можете выйти на улицу, если вам надо, из спальника. Это вообще обалденная тема, то есть не дай бог что-то произойдет спереди, вы всегда можете выскочить из спальника. Также можете проветрить, открыли там окошко, здесь дверочку, и у вас летом проветривается. Обалденная тема. Давайте откроем капот и посмотрим, как двигатель, насколько к нему удобно подлезть, насколько он ремонтопригодный внутри капота. Проверим, если можно, насколько тяжело открыть капот на нем. Ну, просто с резинок, когда сходит, довольно-таки легко открывается. Итак, друзья, ну, длиннокапотный есть длиннокапотный, тут как бы нечего сказать. Очень удобно ко всему подлезть, даже к тому же самому компрессору, что я говорил вам. Очень легко подлезть, то есть можно его будет поменять, но чтобы его снять, посмотрите, сколько здесь надо вокруг разобрать. Поэтому я говорю, что мне эти двигателя немножко напрягают тем, как они напичканы. И посмотрите, новая машина, уже тут ржавчина почему-то, плохо прокрашена под головкой. И все сильно, друзья, сильно напичкано. Компрессор поменять, это уже целая процедура будет. Они перешли на одну пружину, то есть раньше было, нет, две, все, вторая стоит, вот она, я чувствую, да. Потому что вообще в основном Kenworth 900 идут с четырьмя пружинами, есть редко две. В Петербилде в основном двухпружинные идут. И здесь тоже две пружины стоят, то есть, извиняюсь, две рессоры, двухрессорные. То есть эта часть полностью держится на вот таком кронштейне. Это чисто подкрыльник, какое-то крыло. Ну, удобно. Я не скажу, что тяжело. Довольно-таки удобно. То есть подлезть можно, что-то сделать можно. Давайте перейдем на другую сторону, посмотрим другую сторону. Ну, здесь вопросов нету, друзья. Турбинку поменять, как бы все действительно удобно. Я только могу представить, как тут красиво бы смотрелся Кен. Просто, понимаете, такой, представьте, такой желтенький, без лишних трубок, без лишних вот этих всяких вот это вот всего. Просто такой чистый, ровненький, турбинка, глушитель, все. И такой желтенький. Но этого не будет. К сожалению, этого не будет. Мы здесь будем видеть только Покар и Cummins. Это два двигателя, которые предоставляет Kenworth. Больше другого выбора нету. Удобно. Я скажу, что очень удобно, прикольно. Зачем они сделали эту машину, я не знаю. Капот у нее огромный, то есть это потеря в соляре. Для чего они сделали его, я не знаю. Но он никогда не убьет 900-го. Никогда. 900-й всегда останется легендой. Легендой, которая длится уже десятилетия. И по сегодняшний день его клепают таким же, каким он и был. И людям он нравится. И его любят, покупают. И будут любить, и будут покупать. А зачем эту машину сделали, я не знаю, но мы посмотрим. Выглядит она красавица, как хотелось бы, да. То есть кое-какие нюансы надо поправлять. Просто с
стоке она не выглядит так хорошо, как можно ее сделать. То есть мне нравится, что эта машина также имеет возможность, чтобы ее под себя немножко сделать. То есть занизить, бампер поменять побольше, поменьше, да, то есть какие-то нюансы, порожки можно сделать, трубы сделать, баки открытые, покрашенные, полированные. То есть есть какие-то маленькие вещи, которые можно доработать и сделать машину немножко под себя. Также солнечный козырек. Здесь он маленький, примитивный, можно побольше, покрасивее поставить. То есть какие-то нюансы можно добавить. То есть в обыкновенный аэродинамический трак вы ничего не сделаете. Он полностью аэродинамический и все. И там толком вы что не делаете. То есть если только лампочек там не навешать, фар на него всяких. По сути вы ничего не можете добавить. Здесь можно юпочки добавить побольше, поменьше. Вот эти вот юпочки, да, пошире. С лампочками сбоку, с лампочками снизу, как в этом варианте. Здесь лампочки снизу горят. То есть такое можно здесь тоже добавлять. Но мы поживем, посмотрим, что эта машина к нам принесет. Смотрите, ребят, хоть и бампер стоит уже кастомный, да, все равно установлена система адаптивного круиза прямо поверху этого бампера. То есть даже такой вариант, хоть он имеется, и его можно просто на бампере перекрутить, и все нормально будет. Но, конечно, это клякса как-то не в тему на этой машине, я вам скажу честно. Слушай, ну огромный, я не знаю какого размера, но огромный. Просто представляете, если бы мы были бы мухами, как нам страшно было бы увидеть вот это вот перед собой. Я думаю, что олени теперь от него будут отбегать, потому что такая морда, это жесть, реально. Вот возьми любой классик, что Петербилт у него считается самая большая эта решетка именно по ширине и высоте. Да, у Кенворта более высокая, но узенькая. А вот у Петербилда и сюда такая вот 389-го. И она мизерная по сравнению с этой решеткой, я вам отвечаю. Это просто невероятная решетка, это какой-то монстр. Надо чуть-чуть привыкнуть. Чуть-чуть. Надо привыкать. Ну, очень интересная машина, очень интересная. Это именно 990. Это не 900, а 990. Также я хотел показать, что вот на другой модели Кенворта то же самое 990, да. То есть можете поглядеть, другая подвеска. Это идет четырехподушечная подвеска. Очень надежная, покаровская, она на Петербилдах устанавливается, на Кенвортах устанавливается. И также эта модель именно Кенворта 990, она идет с дисковыми тормозами. Да, я знаю, что многие вы говорите, что дисковые тормоза, что из такого интересного или странного, да, у нас там уже 20 лет выпускаются дисковые тормоза. Америка в этом до сих пор отстает. 2019 года машины выходят на барабанных дисках, на барабанных тормозах. Здесь тоже также дисковые тормоза стоят. Хорошо, что хоть здесь они не притащили барабанные тормоза. Но по 19 год, по сегодняшний день выпускаются барабанные тормоза. Почему? Я не могу дать ответ на этот вопрос. Они, конечно же, легче в обслуживании, в том смысле, что везде запчасти, в каждой дыре, там, да, в любом деревне можно купить запчасти. Любой может их поменять, как бы все быстро, легко. Я не знаю почему, но пока тормоза дисковые дорогие, по запчастям и все такое. Но я думаю, что они все-таки более надежнее по безопасности, мое предположение. Почему Европа на них уже ездит 20 плюс лет, а Америка до сих пор отстает. То есть только сейчас они массово начинают впускать эти тормоза. Раньше были в 2005 году, как у меня Кенворт, но передняя балка стоит на тормозах дисковых, а остальное все барабаны. Но именно дисковые тормоза на задней телеге по сегодняшний день выпускаются. Можно и тот взять. То есть почему, я не могу дать ответ на этот вопрос. Но здесь вы можете видеть именно дисковые тормоза и четырехподушечную подвеску, которая мягкая для обыкновенной работы. То есть не для тяжеловесов, а для обыкновенной работы. Ну и тяжеловесы тоже без проблем с этой подвеской ходят идеально. Мне, допустим, очень нравится эта подвеска. Она по дизайну фретлайнера сделана. То есть они как фретлайнер и Паккар, да, то есть немножко поуворовали
дизайн этой подвески, то есть они схожие, очень надежные. Freightliner вообще молчу, надежнейшая подвеска и простая в обслуживании. И также Паккар делает такую же подвеску, тоже очень надежная, очень простая, легкая в обслуживании, идеально. Итак, ребята, если вы внимательно присмотритесь на горбик капота, на вот эту часть спальника, хоть она и похожа очень сильно на 680, но все равно все в совокупности, обрезанный передок, фары выдвинуты вперед, все вот это вот внимательно посмотрите. А сейчас я вам покажу кадр International 9900. Смотрите, циферки сходятся 990, 9900. И сбоку, ну вообще одна капля, можно сказать. Слезали. А теперь сделайте сравнение 990 и легендарный 900. И сами сделайте выбор, какой из них выглядит красивее. Хороший момент, когда вы можете два трака увидеть вместе. Окей, народ, а вот этот экземпляр я хотел вам тоже показать. Это уже что вы можете сделать с того, что мы вам сняли уже, да, то есть с оригинала. А это уже сделан кастомный. Посмотрите, у него заниженный бампер стоит большой, да. У него заниженный передок, то есть они идут с завода без заниженного запретка, они высокие. А здесь они занизили передок, посмотрите, до такой степени, что бампер касается земли. Также они установили большие трубы на него. Широкие юбки установленные. То есть это уже пытаются, так скажем, новые технологии классика превратить его в старую технологию классика, да, то есть добавить трубы надо, вот, чтобы он как классик выглядел. Но он не станет классиком, народ. Это не классик. Это никак не классик, и он им не будет. Да, его можно прикольно сделать, но он не будет классиком. Опять же, они удлинили раму, сделали классический стиль рамы, да. Ну, здесь закрыли так по-простому крышку, да. Но выглядит красиво. Лампочки добавленные, спрятанные воздушные подушки для спальника. Это не идет с завода, это все установлено уже после. То есть это все кастомное. Даже вот эти широкие страпы, они тоже не идут с завода, это установленные кастомно. Также покрашены баки, все это кастомно сделано. Прикольно, реально прикольно. И также эти, то есть здесь уже немножечко он преображен, прикольно выглядит. Вайзер, солнечный козырек также установлен. Посмотрите, какой прикольный. Что-то попытались сделать с этой машиной, чтобы она более взгляд ваш притягивала, да, что-то интересное, но она не станет никогда, она никогда не заменит место классика. Внутри это абсолютно аэродинамический трак. Зачем они даже сделали такой капот, я не знаю. В реальности, то есть вживую, он смотрится чуть-чуть красивее, чем, допустим, на видео или на фотографии. Но все равно, народ, это не классик. Всем удачи, ребята, всем пока.